Вы на канале Climate Change. У нас вы слышите про самые резонансные события о климате, катаклизмах, разных стихийных явлениях и происшествиях на Земле. В этом выпуске вы узнаете о том, как климат и его аномалии влияют на экономику России, также о смертельном наводнении в Индии и о густом тумане, который окутал Китай. Приготовьтесь. Ученые Уральского федерального университета и их немецкие коллеги проанализировали, как экстремальные температуры и осадки влияют на экономику, занятость, распределение доходов и миграцию в российских регионах. Такое исследование было проведено впервые. Опираясь на данные Росстата и Росгидромета за 2000 по 2015 годы, исследователи определили, что последовательность не менее чем 3 чрезвычайно жарких дней, когда среднесуточная температура поднимается выше плюс 25 градусов по Цельсию, снижает валовый региональный продукт на душу населения. 10 дополнительных жарких дней подряд приводят к падению валового регионального продукта на душу населения почти на 2%, что является ощутимым уроном. Отдельные знойные дни заметного влияния на экономику не оказывают. Более подвержены негативному воздействию экстремально высоких температур нуждающиеся регионы. Из-за климатического давления на промышленность и сельское хозяйство появляется безработица, повышение цен, прежде всего по причине засух и неурожая на продукты питания, и, как следствие, падение реальных доходов. Однодневная жара и осадки, не превышающие норму, способствуют увеличению среднего достатка и доходов населения. Это связано с концентрацией в бедных регионах сельскохозяйственных предприятий. В богатых регионах однодневная жара приводит к спаду занятости в торговле, а затяжная уменьшает число задействованных в обрабатывающей промышленности. Но в обоих случаях ущерб незначителен. Оказалось также, что несколько последовательных жарких дней переносятся людьми и экономикой тяжелее, чем один знойный. А вот с морозами ситуация оказалась иной. Температуры ниже минус 23 градусов по Цельсию, непродолжительные по времени или в течение длительного периода, в основном не оказывают влияния ни на региональный валовый продукт, ни на распределение доходов. В горнорудной промышленности и обрабатывающем производстве даже происходит некоторое увеличение занятости. Ученые предполагают, что это связано со специальными условиями труда в морозы и региональные нормы. Еще одна возможная стратегия адаптации к климатическим испытаниям – миграция. Люди могут переезжать из жарких мест в прохладные. Таким образом, территории с холодным климатом могут привлекать как внутренних, так и зарубежных мигрантов. Тем более, что такие регионы обеспеченнее. В них в основном сосредоточена добыча природных ископаемых, предприятия горнодобывающей и энергетической отраслей, выше уровень зарплаты и большие возможности для трудоустройства. Исследователи отметили, что большое количество холодных дней должно давать России преимущество перед другими странами. Но за 20 лет с 1995 года по 2015 годы среднее количество дней с температурой выше плюс 25 градусов по Цельсию удвоилось. Рост наблюдался в Центральном, Южном, Северокавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Темп увеличения среднегодовой температуры в 2,5 раза выше, чем в мире в целом. Вероятно, эта тенденция сохранится. Значит, будет деградировать зона вечной мерзлоты, участятся наводнения и засухи. Территорий, благоприятных для жизни и производства, станет меньше. Богатых регионов тоже станет меньше, а бедные будут еще беднее. Это поставит перед властимущими задачу обеспечивать такие регионы дополнительной сезонной помощью, а также активнее поддерживать занятость населения, в первую очередь в форме переобучения. Это всего лишь пример погодных аномалий, которые так или иначе влияют на Россию. Но подобные погодные аномалии влияют также и на другие страны мира. В итоге, так или иначе, от всех этих изменений страдают все. Поделитесь с нами в комментариях, к какой группе населения и территориям относитесь вы – к богатым, бедным или что-то среднее? И цените ли вы то, что у вас есть?
А прежде чем продолжить, приглашаем вас подписаться на наш телеграм-канал. Так вы не пропустите новый выпуск. Переходите по ссылке в описании под видео. На районы Тамилнад, Пудучерри и Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии с 16 ноября 2021 года обрушились сильные дожди, вызванные депрессией на юго-западе Бенгальского залива. В штате Тамилнад погибли по меньшей мере 9 человек. В штатах Андхра-Прадеш и Пудучерри были эвакуированы или спасены сотни людей. В результате прорыва или повреждения плотины в районе Кадапа, штата Андхра-Прадеш, были затоплены близлежащие деревни. В Кадапинском районе паводком затопило 3 автобуса, десятки людей были спасены. По данным Министерства внутренних дел Индии, по состоянию на 18 ноября 2021 года в 10 лагерях помощи штата Андхра-Прадеш были размещены 339 вынужденных переселенцев. В городе Пернамбуд, штата Тамилнад, обрушение здания после проливного дождя привело к 9 смертельным случаям. Еще 9 человек получили травмы. Ранее в этом месяце в штате было зарегистрировано 14 смертей. Всего наводнения затронули жизни более 11 тысяч человек. В соседнем штате Пудучерри за 24 часа до 18 ноября 2021 года обрушилось беспрецедентное количество осадков – 1964 мм. Спасатели провели эвакуацию в Ванна-Нагар. Густой туман опустился на несколько городов по всему Китаю со среды 17 ноября 2021 года. Видимость снизилась на 50 и менее метров. Явление привело к трудностям в движении и временному закрытию 123 участков автомагистралей. В провинции Аньхой на востоке Китая в четверг было выпущено оранжевое предупреждение, второе по 4-уровневой шкале. Плотный туман в городе Ляньюнган, провинции Цзяньсу, окутал непроглядной пеленой небоскребы и улицы. Власти были вынуждены закрыть некоторые шоссе, чтобы свести к минимуму угрозу столкновений. В провинции Ляньнин на северо-востоке Китая в четверг утром также было объявлено предупреждение о сильном тумане. Утренний час пик, который обычно заканчивается около 9 часов утра, был продлен до 10 часов, так как водители должны были ехать очень медленно. В муниципалитете Тяньцзинь в северной части Китая метеорологический центр выдал желтое предупреждение. На трассы вышли сотрудники дорожной полиции для регулирования потока транспорта в условиях сниженной видимости. Сильный туман сгустился также в провинции Хэбэй. Таким вот были новости этого выпуска. Приглашаем вас делиться своими мыслями о произошедшем в комментариях под видео. А если у вас есть снятое видео какого-то стихийного явления, присылайте его нам на почту, указанную в описании. Не забудьте подписаться на канал и оценить этот выпуск. Увидимся в следующем, а пока будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь. А если вам нужна такая же озвучка, как в этих выпусках, напишите мне в Инстаграме по ссылке в описании под видео. До скорого!